Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себе и жизни». Сегодня 4 мая. За прошедший период тем поднакопилось достаточно, и я чувствую, что хочется говорить. Энергия уже пошла, и я, откровенно говоря, рада этому, потому что в последние дни, конечно, состояние было прямо и, мягко говоря, не очень. И я все ждала, когда же наконец-то уже пойдет вот этот импульс выдвигаться дальше. Наконец-то вот он произошел, чему я, повторяюсь, действительно рада. Как пойдет, как обычно, я уже не загадываю, учитывая состояние, все обстоятельства, поэтому буду опять двигаться за тем, что приходит. И первое, что я хочу осветить, это тему, которую мне подсказали в комментариях слушатели. Во-первых, я благодарю за внимание, за обратную связь, любую. Мне важно все. Благодарю за добрые слова. За то, что вы видите в моем разговоре действительно ту качественную информацию, которая есть, которая заложена, и я точно так же к ней отношусь. Я просто знаю ценность этой информации, действительно ее качество, как она рождается, и что за каждым выводом, иногда даже за каждой фразой, стоит очень большая история, большая работа. И поэтому для меня, конечно, очень ценно чувствовать эту связь с людьми, которые меня понимают, слышат и ценят. Благодарю еще раз от всей души. И вместе с этим я хочу прокомментировать некоторые отклики, которые, в принципе, которые задали такой формат объяснения некоторых моментов. С одной стороны, конечно, можно и не углубляться в это дело, но я вижу, что люди подтягиваются, и я тоже этому рада. Слушатели прибывают. И поэтому вот мне хотелось бы кое-что прояснить, чтобы вы еще больше понимали, кто я, что я делаю. И тогда, я уверена, эта ясность поможет относиться проще ко всему, что-то увидеть в себе. Ну и на будущее вам это будет, как я чувствую, 100% таким маяком, который многое скажет вам о вас. Так вот, сначала поводом для такого объяснения был один хейтерский отклик. Мне ребята, моя команда даже предлагали вообще, в общем, и забыть про него. В принципе, я так и сделала, но зерно в том комментарии все-таки было, потому что он примерно был такого содержания, что меня невозможно слушать. Я разговариваю с какими-то невозможными придыханиями. Вот. Ну, у меня реакция была одна. Сначала, конечно, не слушайте, я же никого не заставляю, да ради бога. Вот.
Но он не давал мне покоя не в плане реакции какой-то болезненной, конечно же, нет, а в плане того, что здесь необходимо действительно прояснить, потому что я прекрасно понимаю, что я говорю не таким поставленным голосом, не таким вот отшлифованным. Я же вижу, как ораторы общаются, что там все выскоблено. И действительно речь ам, вливается комфортнее. Ну, понятно, если есть действительно что слушать, если есть там ценность. Вот. Так вот, друзья, у меня совершенно другая история. Я бы и рада была бы отшлифованно разговаривать, лаконично. Понятно, что мне было бы гораздо проще, наверное, самой выходить, спокойнее как-то, потому что и комфортнее, потому что я же чувствую все это, вот этот дискомфорт слушателей, а у нас в первую очередь реагирует на речь это наша голова, наш шум, наш мозг, а там требований просто бесконечный список. Вот. И поэтому здесь история гораздо более глубокая и интересная лично для меня. Поэтому я все-таки решила, думаю, придет время, я прокомментирую. Тут как раз ребята мне показали еще один отклик, где вместе с обратной связью о благодарности кто-то из слушателей написал, что почему у меня такой убитый голос. Но я увидела в этом такой вопрос прям с уважением, потому что и слово «у вас» было написано с большой буквы. То есть, в общем, я прям чувствую, что это не лишь бы, как говорится, плюнуть и побольше плюнуть, а это действительно у человека возник такой вопрос. И я решила все-таки, вот думаю, повод как раз вернуться к этой теме и объяснить, потому что действительно нужно это сделать. Постараюсь привести пример для сравнения, чтобы было проще понять. Если у кого-то возникнут все-таки вопросы, ради бога, задавайте. Я обязательно, как только родится ответ, я обязательно отвечу. Так вот, представьте два образа. Один образ. Человек стоит перед большим многоэтажным домом. У меня почему-то идет, этажей 9, вот так примерно. Этажей 9. Вот представьте, стоит человек перед таким домом. И где-нибудь, наверное, этажа, наверное, где-то там с какого-нибудь, с одного этажа, ему говорит человек какую-то информацию. Говорит ему что-то, он ее слышит, как говорится, русскими словами через рот. Мы тут все в России живем. Вот ему русскими словами через рот конкретно что-то сказал. Тот услышал, повернулся, и он же понял, что ему сказали. Он тут же все понял. И если понадобится эту информацию кому-то передать, он в принципе сможет дословно это сделать. Вот. А теперь представьте другой образ. Человек точно так же стоит перед домом, точно таким же. Возможно, 9-этажным, возможно, он больше. У меня почему-то ощущение, что он побольше. И этот дом еще своими нижними этажами уходит в землю. То есть там есть еще действительно и подвалы, и еще подвалы. То есть еще под землей есть несколько этажей. Вот. И он стоит перед этим домом.
И этот человек стоит и одновременно слышит, как ему со всех этажей кто-то что-то говорит. Вот представьте, в каждом окне сидит человек, и также там сидят на нижних уровнях, под землей кто-то, и все одновременно что-то говорят. Так вот, я себя чувствую точно так же. Понимаете, вот есть люди, которые передают информацию по-разному. Для меня люди, которые сейчас что-то вещают, это делятся на две категории. Я имею в виду действительно, которые передают качественную информацию. Я вот только об этих источниках говорю. Это посредники и настоящие проводники. Вот для меня вот два таких способа передачи информации. Так вот, в первом случае человек, который слышит информацию с одного этажа, как правило, с ментального уровня, она заготовленная, она подготовленная другими людьми, она уложенная вот во все схемы, во все понятные шаблоны передачи информации. Ну, вы сами понимаете, это как раз посредники. И таких достаточно много. Я, конечно, не в таком количестве, как хотелось бы иметь таких качественных посредников, но они есть. Они есть. И то есть человек взял информацию, прочитал ее, у него есть какой-то проверенный, качественный источник, действительно там подготовленная информация проводником. Он ее взял, причем из многих источников, и понял ее, а там, в принципе, она уже подготовленная. И он ее своей аудитории передал. Вот. Очень лаконично. Как правило, такие люди говорят всегда одинаково. У них голос, ну, плюс-минус меняется, но он, в принципе, вот сколько я вижу таких специалистов, у них вот, в принципе, так скажем, ну, все одно и то же. В принципе, ну, как, в общем, как говорят и говорят. Я особых изменений не слышу. У меня история совершенно другая. Я проводник. И вот эта многоэтажная махина, она со мной общается постоянно. То есть вот когда я с вами общаюсь, я в этот момент испытываю колоссальное напряжение, и сейчас, то есть оно для меня рабочее, а для простого человека оно будет очень сильным. Ну, представьте, вот человек стоит, и вот одновременно льется вот эта информация. Вот. И я как чаша, потому что вот эта информация, она вливается в виде образов, мыслей, энергии, вот, в общем, всего-всего-всего-всего. И это не только вот явный вот этот уровень, который я чувствую, вижу на внутреннем экране, а помимо этого я еще вижу, что за этим многоэтажным домом есть огромный такой вот, я даже не знаю, как его назвать, полотно, на котором что-то всегда написано такое, самое такое монументальное, но, по крайней мере, я там точно чувствую, что там оттуда тоже что-то поступает. И еще один момент, такое же полотно я чувствую, вижу сзади себя. То есть это вот огромный такой вот круг, такой вот, как бы сказать, ну да, круг, полотно, натянутое вокруг меня. Но оно почему-то вот разделено на две части. Одна часть передо мной, а вторая часть сзади меня. И плюс вот эта вот многоэтажка, которая передо мной стоит. То есть со всех уровней льется информация одновременно в мою чашу. И вот представьте, вот, а у меня просто физическое тело обыкновенного человека, как у всех.
И я в это время получаю вот эту информацию в свою чашу, и я одновременно ее обрабатываю в своем теле и выдаю уже наружу, во внешний мир людям. Когда вот эти все потоки усиливаются, я просто не в состоянии даже общаться и каким-то образом транслировать. Поэтому вот я всегда удаляюсь, так скажем, и в это время идет загрузка, обработка вот этой информации, тем более у меня мозг тоже очень такой серьезный, сильный товарищ. Ему анализ нужен постоянно, но я в такие моменты, конечно, просто не способна это делать. Это потом уже все происходит. То есть, когда идет прям колоссальная загрузка, я просто вот не в состоянии. Мне надо там, в общем, соблюдать свои правила проживания таких моментов. А потом, когда более-менее это все во мне там уляжется, перекубатурится, переварится, вот я уже это, и мозг мой уже там разложил в своей библиотеке, я уже выхожу к людям, когда вот этот импульс появляется выдавать, вот. Но это не значит, что вот этого вот рабочего напряжения во мне нет. Оно тоже есть, оно всегда есть, всегда. У меня эта работа вот происходит постоянно, 24/7. И поэтому состояние мое, оно всегда меняется. Всегда. Я как хамелеон в хорошем смысле. Я всегда разная, я всегда обновленная, что ли сказать. И я не могу контролировать вот эти моменты подачи информации. Раньше я очень старалась, и во мне это вызывало просто колоссальное напряжение до того, что я прям физически заболевала. Я очень много пыталась, я еще раз говорю, там шлифовать, как-то себя упаковывать, как-то это, но это представьте, это вот все равно, что океану пытаться там, в общем, так скажем, в ручеек превратиться в этот момент. Ну, это бесполезно, ребята. Поэтому я вот как могу объясняю те моменты, что у меня не убитый голос, он у меня просто разный, он всегда разный, и он не будет всегда, во-первых, одинаковый, а во-вторых, он не будет для многих удобный, это 100%. Это 100%, потому что я еще раз говорю, что здесь история вот точно уже не от меня зависит, и я не буду этого больше делать по многим причинам, некоторые я уже объяснила. Вот. И еще тогда сразу хочу озвучить, что на сегодняшний день мое состояние цельное, целостное, как это сейчас говорится вот этими понятными словами, пробужденное, то есть вот простроенное, вот, то есть это я, так скажем, соединена со всеми уровнями, со своим телом. Ну, в общем, это вот такая история, когда ты уже на сегодняшний день знаешь, кто ты, что ты, где твое место, в чем твое дело, куда тебе жить, куда тебе дышать, и надо ли тебе это. То есть, в принципе, у меня на сегодняшний день, вот прямо сейчас к себе вопросов нет. Там ли я или не там, то ли я делаю или не то. Я точно знаю, что я, кто я, зачем я, почему я, для кого я. Вот. И поэтому, если... вот еще прямо просится такая мысль, что я на сегодняшний день точно такая модель, которые люди некоторые только начали свой путь. Сейчас как раз время раскрытия своей индивидуальности,
распечатывание себя. Так вот, у меня уже на сегодняшний день, насколько это вот, как говорится, я была готова, распечатана, уже простроена, уже индивидуальность раскрыта, и я уже вот говорю, как говорю, и со всем уважением к каждому человеку, и прошу уважать точно так же меня, мой труд, мой голос. И я объясняю, я понимаю, что здесь не все так обычно, привычно, понятно. Но здесь, наверное, еще можно, знаете, как сказать, мы тут все на любителя, понимаете? Поэтому давайте вот уже вот эти моменты понимать. И, конечно же, задавайте себе этот вопрос, потому что мое пространство, я точно уже, что тоже знаю, трансформационное. В каждом моем появлении здесь скрыт свой достаточно мощный контейнер информации, энергии, знаний. И если вас что-то не устраивает, цепляет, то в первую очередь предлагаю задать вопрос себе, что это для меня. Я по этому правилу живу сама. Всегда. И всем людям, которые находятся со мной на связи, которые держат эту связь, я всегда предлагаю именно такой шаг. Для меня это грамотное, спокойное проживание того момента, когда тебе что-то некомфортно, когда ты зацепился где-то там за что-то. Ну и по закону полной ответственности, который сейчас уже вступил в свои права в полной мере с января этого года, я предлагаю делать именно так. Я живу так уже давно. Вот. А сейчас это уже будет и становится базой, фундаментом нашей жизни и построения отношений между людьми. И для меня это, конечно же, наконец-то. Но, с другой стороны, учитывая ситуацию, обстоятельства, состояние людей, тут, конечно, приходится сейчас с этим очень туго. Люди не слышат, не видят. И я имею в виду, что в каких-то своих болевых аспектах замотались. Поэтому, работаем с тем, что есть по ситуации. И поэтому, я еще раз говорю, если что-то не устраивает, то мой первый ответ, не слушайте. Вот. Я всегда еще дополняю, либо не время, либо не судьба. Выключайте, не слушайте, уходите. Если потом захотите, то переслушайте. Некоторые слушатели, которые со мной на связи постоянно, отзываются, что любой мой разговор — это всегда какая-то история, которую можно переслушивать, переслушивать и переслушивать. И всегда найдутся новые какие-то мысли, инсайты. Всегда что-то еще новое. Это как с такой доброй книгой, которая действительно тебе друг, мудрая. И она всегда в тебе что-то откроет новое о тебе же самом. Поэтому либо выключайте, уходите, там уже сами смотрите. Захочется вернуться, да ради бога. Не захочется, еще раз говорю, значит не судьба. Желаю найти то, что вам действительно будет ценно, полезно именно в данный момент жизни. Вот так я скажу. Вот. Либо не слушайте, либо уже понимаете, что здесь скрыт гораздо больший смысл, чем кажется на первый взгляд, и их очень много. Вот некоторые я сегодня попыталась вам осветить, подсветить. И поэтому вы пришли в пространство человека, который, я еще раз говорю, точно знает, кто, что он на сегодняшний день. И мой голос, он
не просто так звучит. Мой голос распечатывает очень многое в людях. И зачем-то вы сюда пришли. Зачем-то вы сейчас сидите, слушаете то, что я говорю, как бы вам было некомфортно или наоборот комфортно. Ну, значит, с кем комфортно и спокойно, мы уже точно с одними кнопками тут общаемся. Вот, значит, нет больших каких-то занос. Вот. А вообще тема голоса — это, конечно же, обширная тема, об этом можно говорить, говорить и говорить, потому что когда я пошла вот в эту историю работы с голосом, сначала я пошла за ораторскими моментами, это было много лет назад. Я случайно попала к одной девушке, к одному специалисту. Это вообще случайно оказалось. Я девушка неугомонная, и мне очень сильно захотелось чего-то нового. И я попала, помню, записалась на курсы создания своего образа. В общем, ездила из другого города. Это было много лет назад, они только-только появились. И там, к своему удивлению, я увидела специалиста по работе с речью. Вот. Девушка была профессионал, умница. Она актриса, артистка. В театре, по-моему, артисты работают же, да? Вот. Артистка нашего театра Челябинского. Умница вообще, умница. Ее речь, как она говорила, как она подавала информацию, мне все очень понравилось. И меня эта тема, конечно, привлекла. Вот мы там позанимались, было очень интересно. Вот тогда были положены в моей жизни первые зерна, что, оказывается, прям есть такое целое направление. Я для себя открыла целый мир. Потом я тогда еще работала в госструктуре. Ну, там обстоятельства, тут, понятно, свои дела. Вот. И через много-много лет, когда я уже работала вот в этом направлении, я вспомнила о ней, я знала, что мне надо это делать. Я как раз пыталась работать онлайн, какие-то видео записывать. Я помню, что мне прям нужно было как-то что-то с моим горлом, с моим голосом делать. Я ее нашла, вот как раз помня, что она работает в театре. Нашла ее ВКонтакте, мы с ней списались и снова стали работать. Вот. И как раз у меня тогда была заточенность на ораторство. Вот как раз, чтобы поставить свой голос, чтобы он звучал вот прям вот, конечно, чтобы он звучал более так комфортно для слушателей. Я, честно говорю, я очень пыталась. Я ей очень благодарна этой девушке за то, что она, конечно, сделала, потому что я видела и результаты, и ценность. Вот. Но дело в том, что работа с голосом лично для меня подразумевает большую трансформацию. Ну, я и так сама девушка такая трансформационная вся. Ну и понятно, тут, когда включается работа с одним из главных аспектов моей сути, это одна из задач моей души в этом воплощении, как раз вот передавать информацию, быть проводником, вот, то я, конечно, с первых же занятий начала проживать мощнейшую трансформацию, а она у меня проходит, это, так скажем, не таблетку выпить, вот, очень мощно. И буквально там пара занятий, и, в общем, меня тут опять в трансформацию все это закрутило. И все. И потом вот как раз началась через какое-то время, когда моя трансформация закончилась, я пыталась вернуться снова в это. А тут началась пандемия, помню вообще. И тут, конечно, уже было не до этого.
Вот. Всем не до этого, не до занятий. И вот много лет уже опять прошло, считайте. Когда я последний раз занималась, я уже даже, наверное, не вспомню. Вот сегодня 24-й год, то есть я периодически смотрю в эту сторону и иду в этом направлении, потому что я точно знаю, что мне это надо. И сейчас у меня история уже совершенно другая. Я иду уже вот прям в раскрытие своего голоса в полную силу. Вот это сейчас та задача, в направлении которой я двигаюсь. И мне очень хочется его слышать, его пробудить до конца, поэтому, скорее всего, я еще буду меняться. Не знаю, может быть, так все останется, я тоже не знаю. Но в любом случае, если это произойдет, то вы уже знаете, что у меня тут идет своя определенная работа, и я ее обязательно буду продолжать. Вот. Так вот, к чему я это вообще-то все говорила? Ну, это у меня, как обычно, кудрявая арабская вязь у меня пошла, и я пошла своими куделями. Видите, ушла вообще там, господи, как я говорю, через Чебаркуль. У нас тут город есть в области, так он далековато. Я все время говорю, как пошла я вот эти вот круги наворачивать. Начала с одного и ушла куда-то в дребедень, в дебри какие-то. Но я все время говорила, сходила через Чебаркуль. Вот. Так вот, ладно, хоть еще вспомнила. К чему я это говорила? Так вот, эта девушка на том первом занятии нам сказала, что люди говорят по-разному, очень по-разному. И она начала приводить примеры. Вот люди говорят только на уровне головы. И вот у нее голосок такой был, вот прямо ты, и вот и прям чувствуется вот прям такое напряжение, потому что она нам тут же предложила вот эти варианты поговорить, проговорить в себе вот на уровне головы, поговорить на уровне горла, ниже. И это для меня было таким открытием, таким инсайтом, то, что я даже никогда не думала об этом. И я увидела, что я тогда говорила только на уровне головы. Все, то есть вообще было запечатано, оказывается. Я была просто в каком-то шоке, реально шоке. Вот. И оказывается, что на уровне головы, потом я уже это исследовала и в себе, и вообще в жизни, что это как раз вот и говорят люди запечатанные, тела у которых запечатаны, и вот только на уровне головы, только на уровне ментала. То есть вся энергия вот здесь вот сконцентрирована, и нет необходимой связи со своим телом. Вот к чему я это все и говорю. Поэтому, если вы не выдерживаете то, что я говорю, как я говорю, возможно, вас бесят мои паузы, это уже тоже можно даже где-то там чуть ли не диагноз выставлять. Извините за такое слово, но я просто знаю, о чем я говорю. Вот. Поэтому первый вопрос к себе. Что это для вас? Как один из вариантов. Может быть, что вам нужно как раз смотреть в сторону того, что у вас с телом, есть ли связь с ним, что вы чувствуете, как вы говорите, как вы транслируете. То есть здесь открывается целая панорама исследования себя, что я вам и предлагаю всегда делать. Вот, друзья. Вот как-то так. Надеюсь, что сейчас автор вопроса, почему у меня такой убитый голос, теперь поймет. По крайней мере, я надеюсь, что он у меня не убитый. Он у меня скорее такой размышляющий. И таким и останется, это точно. Я
Не преследую ни в коей мере какие-то развлекающие, веселые, только позитивные ноты. И если вам нужны только такие способы получения информации, но это точно не ко мне. И еще сразу хочу прокомментировать, прямо считываю, что, возможно, кто-то скажет, что где-то даже детская какая-то позиция, типа «любите меня такой, какая есть». Да нет, конечно, друзья, нет, конечно. Просто я уже не смогу быть меньше. Вот так. Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что я живу в обществе, я социальный человек, я уважаю каждого человека априори, вот, и уважаю, слышу мнение каждого, и в то же время прошу относиться ко мне точно так же. Меня не надо любить автоматически, но я действительно такая, какая есть. И меньше я становиться и не хочу, и не буду. Это, все равно, что Гулливеру предлагать становиться лилипутом. Вот то же самое. Не ко мне это, не для меня уже эта история. Я пыталась, больше не хочу. Все. Надеюсь, что здесь вы тоже меня правильно услышите, поймете. И мой разговор сегодня снимет какие-то шероховатости, которые мешали вам воспринимать мою информацию действительно комфортно. Вот, друзья, наконец-то я озвучила то, что хотела уже продолжительное время. Повторюсь, если будут вопросы, пожалуйста, я на связи, открыта для любой информации. Если начнутся, конечно, какие-то такие уже негативные комментарии, я не буду отвечать, не хочу тратить свое время. Вот. Я буду отвечать, общаться только на спокойную, уважительную обратную связь. Вот. Отвечать на вопросы обязательно, пояснять. Все прекрасно понимаю. Мы все разные, индивидуальные. Вот. Еще раз повторюсь, нравится мне эта фраза. Все мы тут на любителя, поэтому давайте уже как-то и эти моменты тоже понимать. Все, друзья. Не знаю, как назовем мы с ребятами эту запись. Я иногда вообще просто выгружаю, и дай бог им здоровья, они мне тут помогают с названиями. Вот, поэтому как получится уже тоже, так и пойдет. Все, друзья. Хорошего вам дня, легкого, спокойного, веселого, несмотря на погоду. Пусть в душе будет светло и радостно, и спокойно. Пусть как можно больше радости и спокойствия будет. Очень этого хочется в нашей жизни всем. Давайте, пока-пока.